Это великое производство, это имидж нашей страны. С такими речами выступил сегодня Лукашенко на заводе «Горизонт». Работники предприятия отчитали за проделанную работу, дескать, даже в условиях пандемии есть устойчивый спрос на телевизоры и другую продукцию. Не обошлось и без подарков. Президенту ОМОНа вручили лазерный телевизор, видимо, чтобы мог в улучшенной версии наслаждаться новыми выпусками всеми известного пропагандиста Григория Озаренко. Нелегитимный также не упустил возможность похвалить себя за то, что со времен Советского Союза сумел сохранить этакое заоблачное предприятие, которое, по его словам, является отличной альтернативой ПВТ. Незаконно избранный разве что в предстоящем партнерстве с Apple и Samsung не рассказал, как это было в случае с якобы подаренным Илоном Маском электромобилем. Но если «Горизонт» такой прекрасный, как говорит Лукашенко, то зачем было вносить его в список предлагаемых предприятий на приватизацию? Пока все выглядит как попытка спихнуть с рук убыточный промышленный гигант, поддерживать работу которого приходится за счет государства. Нелегитимный также отметил, что если он кому-то не нравится, то на выборах это легко можно будет исправить. В общем, очередная игра на публику, словно страна у нас демократическая, а промышленность Беларуси растет и процветает. Даже у бойцов эскадрона смерти не хватило смелости посмотреть во время убийства в глаза Юрию Захаренко. В 1999 году по приказу Лукашенко, бывшего министра внутренних дел, схватили возле его дома, вывезли на полигон и расстреляли в спину. Сегодня жертве преступного режима могло бы исполниться 69 лет. Захаренко был истинным офицером, который следовал закону и принципам справедливости. Белорусы признавали его авторитет, а Лукашенко захлебывался от ярости, когда честный министр говорил о нем правду с трибун. Я хочу дать вам юридическую справку, что наличие состава преступления имеется в том случае, если используются денежные средства сверх бюджета, без разрешения Верховного Совета, либо Кабинета министров. Именно то, что вы делаете сами, приобретая дорогостоящую авто и прочую летающую технику. Высказывания Захаренко и доверие народа к нему могли остановить диктатора еще на старте, но физическое преимущество оказалось на стороне преступников, которые после его смерти уже ни в чем себе не отказывали. Десятки убитых, тысячи репрессированных по политическим мотивам, сломанные жизни. Все это был в силах остановить один сильный политик. Мы не сомневаемся, что в Новой Беларуси его именем будут названы центральные улицы, а убийцы нелегитимного понесут заслуженное наказание. В парке культуры и отдыха Бобруйска собираются установить колесо обозрения за $1 миллион. Соответствующий проект размещен на сайте местной исполнительной власти в разделе «Гуманитарная деятельность», где указано, что почти всю стоимость аттракциона покроют средства некого донора. Примечательно, что за долгие годы, когда по всему миру шел сбор денег на срочный ремонт единственной в городе детской больницы, таких щедрых благотворителей под это важное дело не нашлось. Однако еще сильнее здесь удивляет другое. Максимальная цена на аналогичные 50-метровые аттракционы составляет порядка $300 тысяч. Вместе с работами по установке сумма вряд ли может превысить $500 000. Очевидно, местные власти всерьез считают себя великими комбинаторами, способными превратить деньги, которые выделяют на гуманитарные цели, в дырку от бублика. Пожизненный срок вместо казни, рассрочки на выплату штрафов и обыски без понятых. Такие изменения в ближайшее время произойдут в законодательстве нашей страны. Парламент готовит к рассмотрению 2 пакета поправок в Уголовный кодекс, которые затронут практически всю правоохранительную систему. С момента их вступления в силу органы милиции получат еще больше возможностей безнаказанно терроризировать белорусов. К примеру, проводить досмотр задержанных смогут силовики противоположного пола. Они же получат возможность проникать в жилье подозреваемых без их ведома и свидетелей на абсолютно законных основаниях. Кроме того, существующую уже сейчас практику не допускать адвокатов к подзащитным также предложено узаконить. Тем не менее, некоторые из грядущих изменений можно назвать победой белорусов. Например, поправки затронут одну из самых народных статей Уголовного кодекса, связанную с распространением наркотиков. По ней предлагается повысить возраст привлечения к ответственности с 14 до 16 лет. Также будет пересмотрена практика засчитывать каждый день в СИЗО за день в колонии после приговора. Время, проведенное в следственном изоляторе, до суда будет считаться за 2 дня колонии, что сможет существенно сократить срок лишения свободы. Безусловно, самым громким из грядущих изменений должна стать отмена смертной казни. Судя по всему, на фоне непрекращающихся протестов Лукашенко просто решил перекроить Уголовный кодекс, чтобы самому в ближайшем будущем не попасть под высшую меру наказания.
И это все на сегодня. Для продвижения данного выпуска не скупитесь на лайки и комментарии. Берегите себя и живи Беларусь!